Невеста понесла окончательное возмездие у алтаря, когда поняла, что ее жених ей изменяет. Одним из самых важных дней в жизни невесты должен стать день ее свадьбы, когда она пойдет к алтарю, проведет время с семьей и друзьями и насладится вкусными блюдами. К сожалению, свадьба Эшли Доу прошла не так, как планировалось. Она узнала, что ее жених изменял ей в течение значительного периода времени, в дополнение к тому, что это происходило прямо сейчас. Эшли, однако, предпочла добиться окончательного возмездия, а не позволить информации погубить ее. Эшли и ее ближайшие подруги устраивали девичник в дорогом отеле в ночь накануне того рокового дня. Будущая невеста наслаждалась своим последним вечером в одиночестве, когда шампанское лилось рекой, а зал наполнялся смехом. Если бы только она знала, что произойдет на следующий день. Эшли, уроженка Австралии, встречается с Алексом уже 6 лет. Она была уверена, что это тот парень, за которого она выйдет замуж, как только они встретятся, и их семьи тоже сблизятся с ним. Приближался день свадьбы, и Эшли была готова к тому, что они будут жить долго и счастливо. Ее. Конечно, она никогда бы не догадалась, что ее прекрасный принц на самом деле был волком, переодетым в овечью шкуру. В ночь перед свадьбой вокруг Эшли царило большое волнение. Друзья и родственники присылали ей СМС-сообщения, желая ей особенного дня. Поэтому, когда ее телефон зазвонил в очередной раз, она восприняла это как должное. Но когда она открыла сообщение, все рухнуло. Вы не поверите, что она обнаружила. Эшли была охвачена горем и настоящим ужасом, когда обнаружила, что Алекс обманывала ее в течение длительного времени. В письме содержались фотографии с насилием, которыми делились Алекс и другая женщина, а также личные текстовые сообщения между ними. Все ее отношения, казалось, были обманом. Эшли не знала об отправителе откровенных сообщений, но к фотографиям прилагался текст, в котором говорилось: «Я бы не вышла за него замуж, а ты?» Еще более поразительным было то, что некоторые сообщения были отправлены несколькими днями ранее. Как Алекс мог пойти на такое? Эшли пришлось смириться с тем фактом, что фотографии и тексты, опубликованные на сайте, были настоящими. На самом деле Алекс был ужасным парнем, а не тем, за кого она его принимала. Репортер Уим Эшли сказала, что каждое слово было подобно удару кинжала в ее сердце. Весь этот опыт застал ее врасплох. Доктор Роуэн Бергхарт утверждает, что есть две основные причины, по которым люди изменяют друг другу. Во-первых, они видят проблему в своих отношениях. И, во-вторых, они предпочитают действовать в соответствии со своими любовными желаниями и искать то, чего, по их мнению, им не хватает. Эшли показалось, что Алекс искал чего-то более шумного в спальне. Эшли не была уверена в своей реакции на шокирующее заявление. Стоит ли ей идти прямо к Алекс? Нужно ли было об этом знать ее семье? Ей казалось, что весь мир обрушился на нее, и она не знала, что делать. В тот вечер Эшли обдумывала свой выбор. Все свадебные деньги были израсходованы, а друзья и родственники понесли дорожные расходы. В конце концов, она поняла, что не может пойти на попятный. Это, однако, не означало, что она действительно свяжет себя узами брака. На самом деле она приняла решение, что Алексу необходимо усвоить очень трудный урок. Утром, в день своей свадьбы,
Эшли дрожала от волнения. Предполагалось, что это будет первый день вечности. Но на самом деле это был первый день конца света. Предполагалось, что это будет самый счастливый день в моей жизни. Вместо этого я поняла, что это конец отношений моей мечты. И все будут свидетелями этого. Эшли с волнением пошла к алтарю, когда, наконец, пришло время. Ей не терпелось встретиться лицом к лицу со своим женихом Хоумом, который ждал с широкой улыбкой, поскольку она знала, что драма, которая вот-вот развернется, будет потрясающей. Эшли улыбнулась ему в ответ и села рядом с ним, доставая свой телефон. В тот день не было произнесено никаких клятв. Я стояла в передней части зала в своем свадебном платье и смотрела на взволнованные лица нашей семьи и друзей, — сказала она. Мои руки дрожали, но не так сильно, как мои внутренности. Настал момент произнести самую неожиданную речь в своей жизни. Перед своей семьей, друзьями и предполагаемой невестой Эшли достала телефон и начала читать откровенные сообщения, которые он написал своей подружке. Она прочитала их слово за словом, отказываясь пропускать какую-либо информацию. «У вас потрясающее телосложение, и вы знаете, как им пользоваться. Я бы хотел, чтобы моя девушка обладала хотя бы половиной ваших талантов». Эшли настаивала на том, чтобы выставить на всеобщее обозрение отвратительные поступки Алекса. Она видела, как он извивался в ее объятиях. Она прочитала вслух другое сообщение, в котором говорилось: «Я так сильно по тебе скучаю. Я никогда раньше не общалась с кем-то подобным». Эшли находила книги вдохновляющими, даже когда читать их было неприятно. Она не собиралась уступать Алексу сейчас. Прежде чем Эшли смогла разобрать каждое слово, Алекс выбежала из часовни потрясённая и пристыженная. Сказать, что выражение лица его семьи было ошеломленным, было бы преуменьшением. Эшли положила трубку, улыбнулась своим гостям и пригласила их всех продолжать праздновать ее свадьбу. «Несмотря на то, что это ужасно, я рада, что вы все здесь, потому что я люблю вас всех. Сегодня не будет свадебного приема. Скорее, это будет праздник верности самому себе, открытие настоящей любви и следование зову сердца, даже когда это причиняет боль». Эшли провела незабываемую вечеринку в тот вечер и отпраздновала правду со своей семьей и друзьями. История предательства Эшли привлекла всеобщее внимание, как только была опубликована, о чем сообщили несколько новостных сайтов. Le Online даже опросил своих читателей, чтобы узнать, как бы они отреагировали на это обстоятельство. Более 60% респондентов заявили, что поступили бы точно так же. Люди со всего мира также использовали социальные сети, чтобы выразить поддержку Эшли. Среди комментариев были следующие: «По-настоящему мужественная женщина, которая заслуживает и, несомненно, найдет кого-то получше. Я желаю ей всего наилучшего и радости». Похожие мысли высказал другой человек, который сказал: «Ого-го, какая она сильная и дальновидная». Самая мудрая политика как по отношению к себе, так и к другим — это честность. Приветствую всех. Эшли утверждает, что не ищет сочувствия в своем затруднительном положении, потому что открытие правды в конечном итоге спасло ее от брака, полного лжи и нечестности. День ее свадьбы ознаменовал начало новой жизни, наполненной независимостью и оптимизмом в отношении будущего. Она уверена, что ее идеальный партнер когда-нибудь появится в будущем.
Если вам понравилась эта история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, вас тоже растрогает. Не забудьте подписаться на канал, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео. Крепко целую и до встречи в следующем сюжете.